Все, всем добрый вечер. Просто у меня с интернетом были проблемы. Переключила и по новой. Начинаем с вами. Как всегда, у меня вот этот невроз. Так что извиняюсь. Так, дорогие друзья, вначале хочу сказать. Борис Кхен, иди вон туда, как себя и назвал. Тварь безмозглая. Дорогие друзья, я показываю книгу, упустила кое-какую деталь, вот эту старинную книгу. Если уши горят, если, в общем, табак бросить курить. Здесь предсказания некоторые. По солнцу, сильные счастливые дни и так далее. Книга замечательная. Еще раз спасибо большое. И, скажем, первой владелице. И на самом деле этой книге намного больше лет, чем даже я предполагала. Намного больше. Несколько сотен лет. И вот здесь вот в кармашке, вот они специально приклеили, это остатки. Да, это остатки книги. Видите, Цицерон рассказывает, что поэт Самонида, вот дальше не увидит в дороге труп человека после того, как он был погребен, во сне явился ему и так далее. Так, сонник старый и так далее. Вот часть книги я все-таки не увидела, не заметила сразу. Вот сейчас показываю. Огромное спасибо за такую просто бесценную книгу. Очень интеллектуально написано рассказами о Платоне, о Цицероне. Очень логически объясняется экономический календарь. Представляете? Начиная от 1800 года. Ага. Вот мы и поняли, какого года издания. С какого года и начинается, скажем так, вот этот прогноз, да? Здравствуй, Яна. Ну вот, собственно, вам, пожалуйста. Можно сказать, цифра практически, скорее всего, та самая. Ну, да уж, слов нет. А ведь такие книги мне дарили. У меня есть старинные книги. Просто я показываю те, которые сейчас дарят. Я благодарю людей, да. Здесь еще и по лицу человека определить, какой он и как он будет жить. Вот, собственно. Спасибо большое. Вот еще раз надо было напомнить про эту книгу замечательную. Вот я и напомнила. Сюда отложу. Следующий момент. Ну, да. Но есть еще Яков Брюс, чернокнижник. Известный чернокнижник. Дорогие друзья, мне постоянно пишут вопросы и в личку, и под роликами. Пожалуйста, скажите, что ждет Казахстан, что происходит. Я про Казахстан сказала еще, когда в Казахстане все было прекрасно, хорошо, и ничего не предвещало. Если все помнят, да, ради справедливости подтвердят, что это было. Про Казахстан я сказала тогда еще, что в Казахстане начнется такое, что забудут про все на свете просто. И в Казахстане началось. Сначала меня облаивали по поводу того, что Назарбаев никогда не уйдет, и Назарбаев ушел. Потом меня облаяли по поводу того, что никакие бунты, никакие восстания у нас не будет, все будет прекрасно, мы будем жить хорошо, мы дружные люди, и не надо
вы специально делаете, там, написали на меня в прокуратуру жалобу, мол, специально какими-то своими предсказаниями она обижает народ Казахстана. Я говорю, ну у вас с головой непорядок. Я никого не обижаю, я говорю то, что вижу. Я сказала, что в России будет хуже, чем в 90-е годы. В России хуже, чем в 90-е годы. Вон, смотрите, сколько ментов поубивали обычных людей, сколько рекетирует. На днях показывали, в Калмыкии задушили женщину-бизнесмена, милиционеры в своей машине, а потом кинули труп, спрятали. То, что я говорю, так и происходит, дорогие люди. Не надо меня винить в том, в чем я абсолютно невинна. Я предсказываю, я не говорю, пусть так будет. Понимаете? Я не говорю, люди, идите убивайте друг друга. Я говорю, что будет, я вижу. И это все происходит. Я вам сказала шумный год. Я вам сказала год, когда испортятся международные отношения. Грузия вам в пример. Я вам сказала, много отставок, много митингов предвидится, много беспредела чиновников, много арестов и так далее. Я всех предупредила. Дорогие друзья, будьте готовы. 90-й год вам покажется детским садом, собственно говоря. Так и происходит. Ой, сейчас извиняюсь. Сейчас. Пусик, отойди. Обостряется нервоз от напряженной работы. Надо заняться опять собой. Так вот, когда я говорила, что вот это все будет происходить, это все происходит. И много предсказаний было насчет Казахстана, что там будет просто до смертоубийства, там будет смена власти, там будут аресты, там будет беспредел. Это все происходит. Теперь меня спрашивают, забыла, как город называется, где оружейный склад якобы сгорел. Спрашивают, что будет с городом, из-за чего, что случилось, что ждать. Я вам отвечаю на вопрос. Я не буду слишком много открывать кавычки. Потому что я знаю и вижу слишком много, дорогие люди, но это небезопасно, чтобы сидеть и вам все это говорить. Понимаете ли? Небезопасно это все. Поймите меня. Поэтому я слишком много раскрывать не буду. Но единственное, что я вам хочу сказать. Этот оружейный склад подожгли для того, чтобы закрыть продажу оружия. И самое интересное, что вот вопреки вашим все-таки опасениям или вашему желанию, здесь не виноват Назарбаев. Вот меньше всего Назарбаеву сейчас это было нужно. Меньше всего. Потому что Назарбаев и так потерял уже как бы доверие народа. И меньше всего ему нужно было по новой возбудить злобу людей к себе. Помните, я вам сказала, что в Казахстане назревает националистическое мусаватистское движение, которое было подавлено в советские годы советской армией. Так вот, вот это мусаватистское движение, национально-религиозное, фанатичное, тоталитарное, оно поднимает голову. И как раз эта организация забрала это оружие. И для того, чтобы скрыть, просто подожгли. Офицеры продали это оружие, продали за большие бабки. Ну а как они будут перед начальством отчитываться? Было решено поджечь. Это проверенная техника, не первый раз, не второй раз. Но определенное оружие все-таки там оставили, какое-то количество. И на этом все, остальное остальное продали. И определенное количество оружия, которое там подожгли, естественно, оно бросается на город. Ну, оно закончится, сгорит, закончатся большие потери, большие там и людей много, несколько сотен убито, это просто скрывается, и домов много разрушено, полгорода почти. Но на этом все. И теперь Казахстан готовься к вооруженному восстанию в ближайшее время. Вооруженному восстанию, гражданской войне. И
Не просто будет нападение друг на друга, дорогие друзья, а будет именно совершенно другая организация, которая будет направлять народ, уставший народ, озлобленный народ туда, куда ему надо. И люди даже не поймут, что их в этой игре использовали, а их используют. К сожалению, их усталость, их вот эта вот бедность, их неустроенность просто используют. Вот. А назревает очень страшная вещь. Я вам еще раз говорю и снова повторяю. В Казахстане назревает националистическая, очень опасная, фанатическая, религиозная секта, которая скоро поднимет голову. Она уже поднимает с призывами, и вы уже это видите и знаете. И все блогеры Казахстана это говорят. Не я одна. Все, что я говорю, все и получается. Поэтому, если вы спрашиваете, Назарбаев это сделал. Нет, на сей раз Назарбаеву это реально вообще не нужно. Он сейчас в таком шоке и ужасе. И он бы это не сделал по простой причине. Меньше всего ему сейчас выгодно злить народ. Он сейчас хотел разгладить свою вину любыми способами. Меньше всего ему нужно было разозлить народ. Это оружие продано. И это оружие огромного количества, больших масштабов, продано за большие деньги. Если местные жители, кто-нибудь замечал, что в последнее время огромные машины выезжали отсюда, то есть из воинской части, этой воинской базы, то они подтвердят, что да, они видели эти огромные грузовые машины. Куда они ехали, с чем и зачем. Было сказано, какое там учение проводится. На самом деле, под покровом ночи все это оружие вывезли и оставили малое количество. Но ведь должно же что-то стрелять, чтобы показать, что да, вот оно взорвалось, вот это все сгорело. Так что, дорогие друзья, я желаю мира Казахстану. Я не хочу, чтобы люди страдали. Но, к сожалению, я вынуждена сказать обратное, потому что я врать не могу. Понимаете? Я врать не могу. Что есть, то и говорю. Что случится, то и говорю. И оно случается. О чем мне бояться? Я же не придумываю от себя это все. Каждый нормально умный человек и так понял. Я просто говорю, как есть. Ждите ИГИЛ со стороны Казахстана. Очень ближайшее время. Вот и все, что я могу вам сказать. Дорогие люди, ждите. К сожалению, ждите. Оно там возникнет теперь. Все. Пошли дальше. Конечно, так и было. Извините меня. Я могу предсказывать и судьбы стран, и судьбы людей. И откройте каждое предсказание на каждый год, предсказание на такой-то год, рядом видимая изба. Посмотрите и сравните, сколько всего совпадает. Даже тайные вещи, которые народ не знал, и мир не знал, я предсказала вам, через некоторое время вы с удивлением сказали: представляете, это точно случилось. Конечно, случилось. Вы просите, я вам говорю, что будет. Готовьтесь, дорогие люди, и берегите свои жизни, пока есть возможность беречь. Потому что сейчас наша жизнь стоит меньше гроша ломаного. Сейчас наша жизнь ничего не стоит. Вообще ничего. Итак, здравствуйте. Пойдемте вперед. Я уже предсказывала, я уже говорила, через некоторое время еще раз сниму, если нужно. Еще раз предскажу, что возможно видеть еще. Но пока что достаточно. Да? Нет, я не хочу. Ирина, есть такая поговорка древняя: упаси Боже от любви королей. Чем дальше от них, тем лучше живется. Мне это не нужно. У меня есть любовь людей, доверие людей. Мне это вот так достаточно. Итак, перешли к теме. Итак, дорогие друзья. Да, я мало снимала в последнее время, потому что жутко устаю. Потому что очень много работ, очень много навалилось работ. И, естественно, мне нужно делать эти работы, раз уж я взялась за это.
Так что, естественно, меньше провожу. Дорогие друзья, я уже давно обещала снимать на эту тему, и я чувствую, что меня просто уже толкают туда, чтобы я сняла, и обижаются, что я не снимаю. Поэтому я решила все же выделить время и снять ролик и показать вам то, что давно хочу показать. Итак, магия. Магия – это не только удача, счастье, любовь, здоровье. Просьба к силам для того, чтобы получить благополучие в жизни, да? Магия, кроме всего прочего, имеет еще и темную сторону. Темную сторону медали. Дорогие друзья, те, которые говорят, что колдуют, знаете, к ним применяется следующее слово – магичат. Это люди, которые прочитали несколько книг, что-то там просмотрели и решили, да я могу заработать денег. Столько людей, знаете, таких суеверных, добрый вечер. Столько людей недалеких, и так легко их обдурить. Вот у тебя порча, у тебя там зависть, тебе все завидуют и так далее. И получить свои деньги, ничего не делая особо. Это люди, которые магичат. Это люди, которые даже не знают элементарного в магии. Они не смело и, знаете, как вам сказать, неуверенно в себе даже называют себя вот, ну, я маг, ну, вообще-то я маг, я же маг, я как маг. Они даже не понимают и понятия не имеют, что маг – это жрец. И магом может быть только мужчина. Женщин называли ведьмами или жрецами. Понимаете? Это не дураки, Оксана. Дураки те, которые их слушают и идут за ними. Они не дураки, они знают, зачем пришли и в чем что. Они называют себя неумело, они даже не знают это понятие, потому что они никто в магии. Это люди, которые пришли 2-3 дня, просмотрели, открыли канал, пытаются подражать тебе, еще кому-то, для того, чтобы себя, ну, как-то так позиционировать себя как занимающимися магией люди. И сколько раз я говорила, маг – это жрец. Женщина не бывает магом. Это нереальная вещь, это вообще непонятный какой-то название, термин для магов. То есть для ведьм перепутала. Но не будем сейчас о них. Хочу вам сказать, что обратная сторона магии, она темная. Дорогие друзья, магия – это не консилиумы, это не собрание, это не сборище, это не кидать булки на землю, крутить глобус. Магия – это не, знаете, кружок кройки шитья. Магия – это не какое там сборище тарологов. Магия – это не доклады, не разговоры. Магия – это не рвение на телевидении и прочее. Это все не магия. Магия – это то, что я вам показываю. Я объясню почему. Потому что магия имеет две стороны. Она имеет как сторону светлую, я бы не сказала. Вообще во Вселенной светлых сил не существует. Есть темные силы и есть злые силы. Светлых сил не существует. Некоторые начинают, а вот ангелы, я вас умоляю, ангелы, название ангел – это те же самые сущности, которые христианство просто себе присвоило. А разве эти же самые ангелы не наказывали точно так же? И наказывали, и поощряли. Точно так же, как наказывает и поощряет темная сила. Нету светлых сил во Вселенной. Есть силы темные и злые. Если вы поклоняетесь темным силам, это, то есть тьма, силы, которые сакральные, которые имеют знания, данные не всем. Если вы обращаетесь к темным силам, они вам помогают. То есть из тьмы, из этого вот таинства, из таинственности, из сакральности, из тайн Вселенной, они вам дают помощь. Если вы
идете к злым силам, которые маскируются под добрые силы, потому что зло всегда маскируется, зло вот так открыто не скажет. Если вам в храме скажут: убей, грабь, убивай, там, облапашивай людей, обманывай, ты туда не пойдешь, правда? Ты скажешь: не, ну там неправильно все. А когда они говорят: не убивай, значит, не обманывай, не кради чужое и так далее, ты говоришь: какие добрые, это же добрые учения, мне надо туда. А я хочу вам сейчас сказать, э, те же самые служители храма, разве они не обманывают? Естественно, обманывают. Если они говорят, что не нужно копить богатство в этом мире, значит, они должны жить по принципу этому. Они не должны это богатство копить. Но они вроде бы говорят очень полезные, очень умные, очень правильные вещи, но сами наблюдают эти правила, то есть соблюдают, извиняюсь. Нет. Они не соблюдают ни одно правило. У них есть любовницы, они наслаждаются жизнью, они богатеют. О чем это говорит? Это говорит о том, что они не верят в то, что вам говорят. Они не подчиняются тому, чему вас учат. Поэтому они живут хорошо, поэтому они живут богато, поэтому они живут вольготно, а вы нет. Вот в чем разница. Они-то этим силам не поклоняются, они-то не соблюдают то, что приписано, поэтому они живут хорошо. Понимаете? Так вот, конечно, есть служители достойные, конечно, были во все века люди, которые действительно достойны уважения, любви. Я же не говорю, что все такие, но это человеческое качество, это не зависит ни от религии, ни от вероисповедания. Это качество человека такое. Он человек сам по себе хороший, вот и все. Дело не в том, кто он, мусульманин, христианин. Он просто сам по себе хороший человек. Все. Дорогие друзья, магия это не трали-вали, уси-гуси, детский сад. Магия это связь с некротикой, то есть связь с мертвым миром. Перед вами вот это все от мертвых, все, что вы на этом столе видите. Покажите мне, пожалуйста, хоть одного настоящего практика, который себя так называет, который посмеет их просто трогать. Не то, что там работать с ними, просто трогать. А то, что они все настоящие, то, что они все натурально, действительно от мертвых, я думаю, никакого сомнения у вас быть не может. Я каждый день их получаю в посылках, пожалуйста. Это было в большом конверте отдельно. То, что это все от мертвых, это все, понятное дело, я думаю, что вы сами видите, кто, подлинность. Этот конверт отправила мне женщина. Вот я опять сейчас дотронулась до лица, я чувствую, опять там будет рана, 100%. Это очень опасные вещи. Завязочки с рук сына. Каждому человеку доверишь такое? Нет. Каждому человеку доверишь волосы мертвой матери? Нет. Это значит уважение. Это значит доверие к тебе. Потому что они понимают, что я ничего плохого не сделаю ни их душе, ни душе ушедших людей. Что это все пойдет во благо людям. И поэтому отдают. Пока есть хоть какая-то частица от человека в этом мире, есть связь с его душой, прямая связь. Для чего нужна некротика? Для чего нужны черепа животных? Для чего нужны части тела животных? Для чего нужны волосы? Для чего нужны вещи мертвых? В Англии один кукловод, мастер кукольный, делал очень замечательные куклы, и все покупали за очень дорогую цену. Он просто заколотил целое богатство на этом. Но дети, которые покупали эти куклы, то есть родители дарили детям, начали умирать от непонятных страшных болезней. Когда отец
одной из девочек начал интересоваться, что почему так происходит. Он выяснил, что этот мастер берет волосы умерших детей из домов сирот, да, что этот мастер берет их, скажем, одежду, зашивает туда. И поэтому дети со временем умирают. Для того, чтобы куклы были натуральные, он брал волосы умерших. А теперь я хочу для сравнения вам показать. Когда я говорю, что все парики живых волос – это умершие волосы, вы не верите. Смотрите сюда. Люди, которые носят парики живых волос, они рискуют со временем получить рак головного мозга и уйти. Смотрите, это волосы умершей женщины. Шикарные волосы, красивые. На них даже ее запах остался. Это ее волосы. А теперь давайте сравним. Это волосы живой куклы. Сравните. Не похожи? Это тоже волосы мертвой. Вы думаете, в крематориях все сжигают? В крематориях стригут волосы длинные. Никто свои длинные волосы не продаст один раз за деньги. В крематориях стригут волосы. В крематориях не всегда выдают прах. В крематориях иногда кости людей уходят на лекарства, потому что некоторые фармацевтические фирмы, они берут кости людей для лечения других людей. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что, знаете ли, когда я умру, мне все равно, куда уйдут мои кости. Если они кому-то помогут, я могу их даже завещать, и мне это не жалко. Но что я хочу вам сказать? Значит, когда был геноцид армян в 1915 году в пустыне Дер-Зора, а именно пустыне Месопотамии, где сейчас Ефрат, это Сирия, англичане собирали кости. Англичане собирали кости умерших армян и на кораблях отправляли в Англию. И очевидец пишет, что когда я подошел и увидел кости больших, маленьких, черепа, я был в ужасе и сказал: зачем вам они нужны? Это же кости людей, похороните их. Мне сказали: ты ничего не понимаешь. Из этих костей выходит прекрасная оправа для очков и очень хорошее желе. Кроме того, они сказали, остаток мы отдаем корм животным. Для животных, для скота корм. Отвезли кости армян, перемололи, сделали себе очки, желе, желатин и очень неплохой корм для скота. Это цинизм человеческой души, который существует по сей день. Так вот, это для тех, кто сомневается, что парики живых волос – это не умершие. Даже если это живые люди, у них своя судьба. И парики с живого человека, с его судьбой, тоже очень опасны носить. Да, если помогут. Так, дорогие друзья, волосы мертвые. Для чего они нужны? Почему я говорю, что это была очень красивая женщина? Смотрите, какая шикарная коса. Видите, какие волосы? Вы представляете, с такими волосами когда-то жила женщина? Какая же она была красивая. Пусть покоится с миром. Пожелаем ей мира на том свете. И спасибо ей за ее волосы. Потому что эти волосы уже
Нескольким людям помогли. Это связь с ней. Это связь с этим человеком. И с помощью души этого человека получаем помощь для человека. Просим. Да, очень красивая женщина. Ужасно жаль. Ну что делать? Ну вот пусть носят себе, раз уж носят. Доносятся. Про сербов отдельная тема. Уже все забыли про сербов. Напали на них. Забыли, что у албанцев были ножи, назывались серборезы. И пытки, и ужасающая смерть. Никому не пожелаешь. Так, дорогие друзья. Для чего волосы мертвых предназначены? Волосы мертвых предназначены для того, чтобы иметь связь с душой человека. В древние времена стригли волосы и оставляли себе. Здесь блондинка, видите, это прядь волос. Опять женщина. Стригли волосы мертвых, оставляли себе для того, чтобы иметь связь с душой и в нужный момент суметь соединиться, поговорить. А потом это стало просто традицией. А после уже вовсе об этом забыли. Итак, дорогие друзья, для чего в магии нужны волосы мертвых? У меня есть еще и вода от мертвого, но я не буду показывать, немножко жуткое, неприятное зрелище, честно говоря. Арсений, вы мне надоели. Угомонитесь. Итак, если живые нарощенные, значит мертвые, если настоящие волосы. Значит, есть еще вода от мертвых. Ничего страшного. Мыло от мертвого и так далее. Сейчас про волосы говорим. Волосы хранят ее силу. Волосы – это связь с человеком, умершим человеком. Пока есть волосы, есть возможность соединиться с его душой. У меня и так есть возможность, но волосы как предмет-посредник. То, что осталось от человека, это связь с ним. Даже не вещи столько, сколько его волосы, часть его тела. Что можно делать с этими волосами? Запутать жизнь человека. Взять фотографию, обмотать мертвыми волосами и кинуть под его порог. Или похоронить. Все, готово. Взять фотографию или вещь, обмотать волосами. Взять прядь волос, подкинуть ему под дверь. Готово. Через некоторое время будет смертельная болезнь, что его заберет на тот свет. 100%. Взять прядь волос, кинуть в машину со словами: если вы думаете, что вам... Здравствуй, Илона. Если вы думаете, что вам это сойдет с рук, вы ошибаетесь. Вам это делать нельзя. Почему только ведьмам можно делать порчи? Объясняю. Потому что ведьма, она разумное создание. Ею не движет ни месть, ни злость, ни желание что-то сделать такое необычное, ни интерес, ни любопытство, а нужда. Если ведьма считает, что единственный выход – это убрать человека с дороги, давайте о дикости и о прочем здесь разговаривать не будем. Никакой дикости в магии нет. Все, что делается, это работа и более ничего. Если вашу дочь изнасилуют, а его не посадят, я посмотрю, о какой дикости будет идти речь, понимаете? Если волосы вы подкинете, да и подожжете их дом, хватит из себя строить святош. Хорош. Пока на вашу мозоль не наступили, для вас это дикость. А как только ваши права ущемили, это уже не дикость, понимаете? В магии просто так ничего не происходит. Просто так люди порчи не должны делать. Мы просто не берем и делаем людям просто так порчу. Понимаете? Вот просто сделать надо порчу кому-нибудь и делаем. Нет, уважаемые. Делается это, когда человек заслужил.
Понимаете? Заслужил до такой степени, что уже другого выхода нет. Я делала порчу высокопоставленному чиновнику. У него сын чуть не погиб. Он инвалидом стал. Потом там на месте работы выяснили, у него очень большие проблемы начались. Его, в общем, с позором выгнали. Конфискация имущества чуть не посадили. А знаете почему? Потому что его выродок, 20-летний ублюдок, просто ради развлечения обстреливал собак и кошек местных бабушек. Просто убивал их. Просто развлекался. И когда они шли, говорили, пожалуйста, зачем он так делает, он говорил им, да кто вы такие вообще? Да вы быдло, вы херня, я вас за людей не считаю, вы мне ничего не сделаете. Хочет, говорит мой ребенок, и пусть развлекается. И ребенок обстреливал собак, кошек. Вам приятно будет, если вашу собаку, абсолютно невинную собаку, которая играет у вас на дворе, какая-нибудь мразь, какое-нибудь ублюдочное существо просто обстреляет, вот проходя мимо, решит поиграть. И вон так он делал, и ничего не помогал. Они ходили в милицию, участковый там у виска крутил, мол, вы что, ёбнутые, что вы сюда пришли? Я против него не пойду. И вот эти две бабушки мне написали, прям со слезами, отправили мне сообщение. Потом я с одной из них встретилась. Я кое-что им отдала и сказала, отнесите и просто подкиньте возле дверей. Вот киньте и уходите, ничего не говорите. Знаете, что случилось? Во-первых, ночью чуть дом не сгорел. У них там от проводки что-то. Обычно пожаром начинается, как всегда. Потом этот ублюдок попал в аварию, 3 месяца лежал. У него с позвоночником начались проблемы. Позвоночник начал гнить. Его отвезли... туда. Никто не белый и не пушистый. Успокойтесь. Отвезли его в Германию, все, прекратились обстрелы собак, остановились. Потом у папани начались проблемы и много чего. В конце концов, в итоге они этот дом продали и уехали оттуда. В неизвестном направлении. Теперь скажите мне, пожалуйста, что это дикость. Скажите, как можно порчу, как не стыдно, ну зачем, ну да разве так можно? Вот так же нельзя. А когда наглая мразь просто подстреливает твоих любимых кошек, собак, спокойненько, а ты идешь за хлебом, да, а они говорят, он там музыку включает и кайфует, смотрит тебе в глаза, понимая, что причинил тебе боль. Или стекла тебе разбивает, понимаешь? Нормально это все, правда? Где ты найдешь справедливость? Куда? Милиция? Ага. Хера с два тебе милиция, конечно. Милиция там тебя еще опустят, высмеют и отправят тебя оттуда, как будто ты преступник. А если ты часто будешь туда обращаться, скажут, а вот, к примеру, вы чем занимаетесь, а вы как живете, откуда доходы? Дайте-ка мы вас проверим. Знаете почему? Потому что когда не хотят работать, хотят тебя запугать, чтобы больше сюда не ходи, иначе займемся тобой. Вот и все. О чем вы вообще ведете речь? Конечно, правду нигде не найти, только у темных сил. Так что давайте не будем вот это все. Ой, зачем, почему, за что? Вот для этого нужна связь с миром мертвых. Потому что мертвый мир, он забирает жертву. Кидаешь волосы туда. Как происходит процесс? Ты связь создаешь между этой семьей или этим домом, да? И с миром мертвых, то есть с мертвой душой. Мертвая душа будет забирать все для себя, забирать, усиливаться новой жизни. Или подпитываться их страданиями, их болью. Значит, ты подкинула эти волосы, их маленькие, вот на, кто их найдет под забором? Вот такой маленький волосок, срезаешь, заговариваешь, отдаешь не в руки прям волосы, а вот этот вот куда-нибудь мешочек сунула и говоришь, подкиньте туда, вот прям стряхните с мешка и идите. Вот она и сделала. Все, до свидания. Изнасиловали собаку в лифте. Собаку изнасиловал человек, убил. Милиция говорит, я ничего не знаю. Вы говорите, дорогие друзья, вот порча, нехорошо, как же, вот, ну нельзя же.
Я вас спрашиваю, как наказывать, если не порчей? В лоб целовать? Ведьма приходит в этот мир не только добро делать, но и наказывать охамевших, ублюдочных людей. Ведьма – это вершитель судеб. И ведьма никогда в жизни просто так никому не будет делать порчи. Я своих врагов годами предупреждаю. Ребята, остановитесь, оставьте меня в покое. Остановитесь, не мешайте мне. Остановитесь, не мешайте мне. Вы мне не интересны, оставьте меня в покое. Понимаете? Я годами их предупреждаю, а потом раз и видите, исчез с экрана. Раз и исчез, раз и друг друга загрызли. Потому что порча берет очень большую энергию, много сил. Не хочется каждому второму, вот кто грозится порчами, да, тут же, вот я тебе порчу сделаю, это ни хера не сделает. Этот человек ни хрена не умеет и не знает, потому что, делая порчу, вот до порчи надо просто человека довести, реально довести. До того довести, чтобы ты подумала, ну, хватит, все, уже хорош. Иначе люди подумают, что я ничего не могу. Потому что я каждый день говорю, ну, успокойтесь, ну, хватит, я не хочу делать вам порчу, ну, перестаньте. А потом раз, и это, знаете, что сила меня может наказать за то, что я таких мразей прощаю и не трогаю? Она может меня наказать, что я не показываю силу магии таким ублюдкам, а я должна показывать. Я вам сейчас скажу, когда живодеры, вот эти живодерки хабаровские, пытали этих бедных животных, убивали, в один момент их освободили. Я своему другу, бывшему другу, он прекрасно помнит, который сейчас меня облаивает. Ну, уже у него такое состояние, господи, руки там стали, как не дай бог. Но он думает, наверное, это с воздуха так получилось. Да нет, нет. Это не с воздуха, поверь мне. Так вот, я своему другу обещала, я сказала, не думай об этом, не бойся, они сядут. Я говорю, я сделаю все, чтобы они сели. Они сейчас сидят. Как хотите, можете это связывать с моей работой, случайностью, чудо случилось, но они сидят, и по всем критериям они должны были выйти. Их уже выпустили, все. А как они сидят? Волос мертвых берешь, идешь на кладбище, призываешь ту силу, которая в этих волосах содержится, душу ее, и просишь, суди по справедливости, а взамен я тебе жертву принесу. Через некоторое время человек сидит, садится. Ты приходишь на это кладбище, приносишь сигареты, приносишь хлеб, можно кутью, можно блины, приносишь алкоголь, оставляешь ей водку. Ты откупаешься, ты даешь ей силу. Понимаете? Ты даешь ей... Спасибо, Ирина. Ты даешь ей силу, энергию, потому что это все энергия для души. Она тебе помогает, а ей за это привилегии, потому что мне дано это право просить души мне помогать. Итак, мертвыми волосами можно делать порчу, наказать только ведьмам. Мертвыми волосами можно убрать болезни. Мертвыми волосами можно убрать рак головного мозга. Их не освободили, они сидят сейчас. Тогда освобождали, сейчас они сидят. Мертвыми волосами можно лечить рак головного мозга. Берется волос мертвых. Берется красная ткань, как кровь. Значит, срезается прядь волос, обматывается в красную ткань, ложится либо на фотографии человека, либо на шапку просишь что-нибудь, или пусть она 3 дня носит там косынку, да, ну, снимает по ночам только, но днем носит там что-нибудь. Отправьте мне, что касается ее головы. Срезается прядь мертвых волос в красную ткань. Это моя бабушка делала. Красную ткань ложится на голову человека, начитывается. И этот прядь волос он должен носить вот в голове, не снимая. Он всю ночь должен в ней переспать. На следующий день он приносит этот мертвый волос,
Поскольку все, что от мертвых исходит, оно убивает. Она может убить и человека, она может убить и болезнь. Точно так же, как и земля на кладбище, дорогие люди. Оно может убить человека, если пойти закопать его фотографию и начитать. Но оно может убить его болезнь. Это мертвая зона, и она убьет все, на что ты направишь. Так ты берешь, начитываешь, говоришь, с красной крови, с белой плоти, с головы я снимаю, там рак сыпучий, болючий, в общем, воспламеняющийся, это который быстро распространяет и прочее, прочее. Я сейчас не буду сейчас говорить. Да, любой рак помогает. Вот так лечат рак. Вот так человека спасают мертвыми волосами. И вот эта мертвая зона, которая готова убить все на свете, убивает болезнь. Когда приходит, то есть ночь, человек спит с этими мертвыми волосами в красной ткани. Не делайте это сами. Вы убьете себя. Сейчас мы перейдем к путам. Там такие легенды рассказывают про эти путы. Это дурдом. Не делайте это сами, вы себя убьете. Я знаю человека, который себя путами лечила, как бабки учат там, очень разумные, понимаете? Марина, наверное, его время пришло. Если бы ему дали шанс, тогда бы вы раньше знали. Все-таки его время пришло, не жалейте об этом. Значит, так надо было. Значит, вот он там взял, как эти бабки посоветовали, путы отца, значит, и начал себя лечить. Ноги. У него просто ноги болели, там опухали, ну, вот эти вот суставы. Здравствуйте. После того, как он начал лечить себя якобы от чем-то, здравствуйте, этими путами, у него гангрена началась. Его великим трудом просто, здравствуйте, Рузана, вот великим трудом смогли спасти. У него началась гангрена. Можете понять? Не трогайте то, о чем вы понятия не имеете, дорогие друзья. Нет, не можно было спасти. Если бы можно было, ну, спасли бы. Вы не думаете, что каждого можно спасти? Кому дано спасти, того и спасут. Что за глупые вопросы? Это не всех подряд можно вылечить. Когда врачи уже отказались, когда врачи сказали, иди дома, помирай, я не говорю, что мы не вправе лечить человека, не вправе, лечить должны врачи. Мы просто отсекаем смертную силу, чтобы у человека продлилось время. Или останавливаем смерть, тогда врачи могут излечить человека. Тогда его лечение идет впрок. И что, вылечила себе руки? Вот эти мертвые волосы в красной ткани. Человек спит, утром приносит, тебе отдает. Ты идешь на кладбище, хоронишь это и говоришь, все, что было, значит, на этом человеке, пускай перейдет как вам сказать, пускай перейдет на этого-то там, на волос вот такой-то, волос мертвый. Потом громко надо говорить 6 раз. Живым живое, мертвым мертвое. Открываешь, кидаешь туда, закрываешь. Хоронишь ты на перекрестке кладбищенской. Оставляешь откуп и уходишь. И через некоторое время узнаешь, что человек живой. Понимаете? Чего? Хватит, перестаньте, пожалуйста. Сейчас я не буду говорить, что как лечить. Я сейчас говорю о мертвых волосах и привела вам всего лишь пример один. Это раз. Это связь с миром мертвых. Мертвые волосы способны делать очень многое. Как помочь, так и загубить. Нужны ли ведьмам все, что есть, вот все это, что я вам показываю? Дорогие друзья, я вам показывала много чего. Я вам показывала, значит, различные и черепа, и, ну, все что угодно, все, что нужно для магии, и вуду, и прочее, прочее. Откройте, посмотрите это все. И сами поймете, что для чего нужно. Это первое. Волосы мертвых убираем. Вот в этом вот.
штучки вот в этой вот здесь. Она хранится у меня на балконе. Это тоже убираем. Мыло. Мыло от мертвого. Пускай делают, что хотят. Людмила, я не буду удерживать идиотов. Я сказала, для чего это надо и кому можно. Пусть делают, что хотят. Я не могу следить за всеми дураками. Я объяснила, это смертельно опасно. Вы сделаете, вы можете занести себе гангрену, вы можете занести себе костную инфекцию, если вы не знаете. Не зная, вообще трогать мертвые вещи нельзя. Это мыло от мертвеца. То есть помыли его, это из морга мне отправили. Мыло от мертвеца. Что помогает мыло от мертвеца? Мыло от мертвеца лечит сердце. Значит, женщина садится в ванную, нужно наливать сверху воду и обмыливать то место, которое болит. И говорит, как мертвец этим мылом был омыт, очищен, в гроб положен и навеки там останется, так мы обмываем этим мылом от мертвеца, умершего, мертвой водой, мертвой силой убиваем твою болезнь. Обмыливается и сверху льется вода. В конце концов, если есть такое мыло, высылайте почтой. И вот это мыло обратно, значит, нужно спрятать до следующего раза. Когда в следующий раз человек приходит вот так вот непрерывно, ой, трогать нехорошо, ну ладно. Непрерывно это надо делать 3 дня подряд, а иногда 6, несмотря на сколько. Через некоторое время сердечная недостаточность, одышка и так далее начинает уходить. Вот я сейчас опять руками лицо тронула, и опять у меня начало гореть эти места. Для чего нужна вода мертвого, а после мертвого? Вода после мертвого, дорогие друзья, люди, которые обмывали мертвых и эту воду выливали, потом где-нибудь дерево высыхало. Бабушка моя всегда говорила, вода после мертвых, значит, вода после мертвых должна быть вылита за домом. Давайте потом про это поговорим. Она должна быть вылита за домом, потому что если это будет излито в доме или где-нибудь там перед домом, да, жди беды следующего мертвеца. Саван нужен, но не сейчас. А какой, смотря, саван? Саван после мертвого можно, саваном после мертвого вообще снимается. А ведь у мусульман саван же не снимается, саваном же хоронят человека. Разве саваном, то есть саван оставляют? Или есть 2 савана? Один до похорон, другой. Ну, насколько я знаю, у мусульман саваном хоронят сразу человека. Нет, это не только это мертвая вода. Мертвая вода еще вода, которую берут на кладбище. И вода, которая относится на кладбище, оставляется на 6 дней. Она тоже мертвая, но она не настолько сильно мертвая, как можно дождевую воду собрать с кладбища. Кроме того, есть заговаривать можно мертвую воду и дома изготовить эту воду мертвую, но это вам знать незачем. Так, следующий момент. Вдовьи платки. Вдовий платок – это когда женщина, вдова, потерявшая мужа. Здравствуйте, Елена. Женщина, значит, которая этим платком оплакивала кого-либо, то есть ходила на похороны, не обязательно мужа. Что-что? Пару не тех кого. Значит, этим платком она должна была... Ну, ничего страшного.
Я чувствую, которые. Вот эти, наверное, не те. А вот это все туда. Сейчас покажу. Вот она. Вот еще один. Нет, такие платки могут быть и других цветов, не обязательно черные, темно-синие могут быть. Значит, вдовий платок. Что делает вдовий платок? Дорогие друзья, вдовьим платком можно отвести от дома любовницу мужа. Можно сделать отсушку. Значит так, как вдова своего мужа схоронила да забыла, да в земле оставила, так и я сегодня схороню да оставлю в земле навеки вечные любовницу моего мужа. Разрешаю вам делать это, но я вас научу, как надо. Надо соль взять, сыпать сюда, отнести и похоронить в лесу. Или где-нибудь в таком месте, где не откопают. Ну, слова примерно такие. Ой, платок вдови, ты там оплакивала, хоронила мертвеца, как он там, значит, в земле остыл да остался. Так земля-матушка, пускай остынет и останется навеки вечные за нашим домом, за наши ворота, значит, новая любовь моего мужика. А вообще, если хотите, самая такая обычная процедура, берите вдовий платок и, значит, туда сыпите соль, идете и хороните под дерево и говорите. И говорите следующее. Как земля мертвеца приняла, мертвец там остался и остыл, так земля прими новую любовь моего мужа, и сердце его пусть остынет. Вот так вот, значит, привязали и захоронили. Все, через некоторое время они поссорятся. Но я еще раз вам говорю, это должен быть вдовий платок, то есть платок, в котором на похороны ходили люди, понимаете? Оплакивали. И это должна быть вдова. Следующий момент. Вдовьим платком снимаются болезни. Вдовьим платком открываются врата. Вдовьим платком начитывается на вдовий платок и очищается, значит, протирается глаза, и после этого, да, они сейчас за миллионы эти платки будут покупать. Может, я им продам? Я могу пару платков продать, $1000. Значит, вдовьим платком, начитывая на вдовий платок, протирая глаза, можно увидеть потусторонний мир. Но вам это видеть незачем. Я вдовьим платком, бабушкиным платком, пошла в лес со своими одноклассниками и сказала, я вам сейчас, значит, буду показывать лешего. И они все надо мной посмеялись, все надо мной поиздевались, мол, ничего ты не сделаешь, ничего ты не покажешь. А я, значит, начитала и начала натирать им глаза бабушкиным платком. И мы увидели мужика, который шел, я уже говорила, обычный мужик, дедушка, что-то там волок. Но когда этот дедушка на нас посмотрел, и у него не было зрачков, мы жутко бежали просто. Что? Платки клевала, не совсем поняла. Значит, мы жутко бежали, кричали, и некоторые мои одноклассники заболели. И ко мне пришли с разборками домой, что это такое, что она там этой ерундой занимается, детей пугает. С детства было странное, дорогие друзья. С детства мои одноклассники меня знают. Когда увидели мой канал, они сказали, а мы были уверены, что ты рано или поздно этим профессионально займешься, потому что... Потому. Дорогие друзья, обмывать должны люди, которые много лет этим занимаются. И они знают шепотки, они на себя защиту ставят, они начитывают, потом приходят обмывать. И родные люди. Чужой человек с улицы обмывать мертвых не имеет права.
Это платки ведьмы Капитолины. Мне отправила ее внучка. Этим платком она очень многих схоронила. Они тоже... Опять алкашня у нас наверху гуляет. Гуляет, кайфует. В общем, вот так вот, как всегда. Весело. Вроде бы еще субботы нет, а уже радуется. Да, платки знатные, не один тут. Тут несколько платков. И все они такие все необычные. Такие все, видишь, все такие с кружевами. Она была женщина, да, она была женщина очень достойная, очень сильная. Да вот думаю, блин, может мне платки продать? Совесть не хватит этих дурочек. И так жалею этих дур. Вот жалею прямо и все. А еще и продавать им. Пошли они в задницу. Это открывать не буду. Это в старой газете завернуто. Так. Это путы. Это путы с рук мертвеца. Дорогие друзья, предупреждаю вас. Не обматывайте ничего никуда. Нет, нет. Путы, многие путы вот именно такие. Конечно, лучше я помогу, чем с этими мужиками тратить эти платки бесценные. Ничего не привязывайте к себе. Не привязывайте к ногам, к рукам, ни к чему. Нет, есть путы еще и как веревки, я показывала. Это очень опасно. Потому что вы не знаете, как убивать болезнь. Болезнь убивать может только практик. Не все оставляют в гробу, некоторые забирают. Если вы не сняли путы с рук, нет, не носите материн платок. Если она вдова, не надо. Спасибо, Рузана. Если путы вы забыли, значит, вот привязали руки мертвеца, слушайте внимательно, привязали и забыли, не срезали, значит, Господи, за год, Гайне, напишите на русском и чуть позже. Если вы забыли, за год может умереть еще один человек. Не забывайте срезать путы или забрать, или похоронить рядом с умершим человеком. Если вы забыли срезать, если вы забыли забрать путы, берите ножницы, идите, похороните эти ножницы туда. Или у него похороните, или с умершим человеком любым оставьте ножницы и скажите, передай такому-то, такому-то, чтобы он себе путы срезал. Либо эти ножницы, новые абсолютно ножницы берите, идите на его могилу, похороните туда и скажите, вот тебе ножницы, срезай свои путы сам и уходите. Обязательно это сделайте, иначе будет плохо. Еще раз объясняю, нельзя путы ни для какого лечения применять. Вы не умеете, вы не знаете, как лечить. Лечить этими путами могут только ведьмы. Если у вас есть эти путы, и вы хотите лечиться, идите к ним. И скажите, у меня есть путы, можешь вылечить меня этими путами? Если она знает и не боится. А многие боятся. Вы уж не думайте, это я такая смелая, уважаемые люди. Личные вопросы не задаем сейчас. И это я смелый человек. Не каждый решается их вообще даже видеть и смотреть. Что значит, кто знает про путы? Елена, у вас с башкой какая-то болезнь связана или что?
Для того, чтобы путы вылечили, нужно начитать кое-что, направить на то, чтобы эта смертельная сила в путах убила болезнь, которая находится в этом месте. Путами лечат даже грыжу, запущенную грыжу, понимаете? Понимаете? Значит, да, если просто обмотать путами руки, ноги и ничего не сказать, это смертельная сила начнет убивать вас, начнет убивать ту часть тела, куда вы обмотали. Вы же не знаете, как правильно направить. А когда ведьма берет и обматывает и говорит, например, значит, я направляю силу мертвеца через его путы и так далее, на эту-то болезнь. Как мертвец умер, так пусть умирает болезнь в тебе и прочее, прочее. После этого несколько дней это начитывается, обматывается, потом эти путы надо отнести на перекресток, сжечь, либо на кладбище, по-разному, смотря что вы лечите, да? И соткупом уйти. Если вы не знаете этого всего, и вы это сделаете, у вас будет очень большие проблемы. Вы можете не ногу вылечить, вы можете гангрену туда призвать. Кроме всего прочего, после того, как вылечили вас путами, не говорите об этом, нельзя говорить это. Можете сказать, вот такой-то человек, да, меня вылечил. Не буду говорить как, но вылечил. Дорогие друзья, некоторые мне говорят, ой, я вот всем рассказала, что вы мне помогаете и так далее. Я говорю, я еще не помогла, я еще не начала. Зачем вы рассказываете? Нельзя этого делать. Магия требует таинства. Потом, ой, я сделала вот такой вот сейчас ритуал 10 минут назад. Сейчас жду, как будет результат, скажу. Может не быть. Нельзя этого делать. Пускай у вас сначала будет это все, потом вы скажете, потом вы объясните, но не говорите подробностей. Нет, вы родной человек. Маму, отца обмыть, это не страшно. Еще раз путы показываю. Это другого типа. Это путы с рук мальчика. Можете представить, какая боль? Это же плач, это крики, это боль. Эти материалы, материи, они впитывают боль человечества, людей, боль семьи, уход ребенка. В общем, вот. С ними осторожней. Это смертоносная сила. У меня была знакомая, которая говорит, я не могу понять. Моя собака начала чахнуть, умирать вообще на пустом месте. Что с ней происходит, не понимаю. Я начала смотреть и говорю, а у собаки нет ничего, ничего не дарили вот, недавно. Говорит, да вот подруга подарила вот недавно красивый такой ошейник, вроде бы из Испании. Я говорю, ну-ка принеси этот ошейник. Она приносит такой толстенький такой ошейник красивый, вот прям мягенький внутри. Я говорю, ты не против, если я этот ошейник разберу сейчас? Тоже путы, не будем открывать. Вот они. Ну, привязала, и сейчас будет ей счастье. Она не только мужика привязала, она еще и привязала хозяина этих пут. Она привозит вот этот ошейник, я распираю, открываю, а вот внутри путы. Вот полностью вот так сделано на ошейник. То есть она это все отодрала, зашила очень аккуратно, потом снова приклеила сверху и подарила подруге. Для того, чтобы ее собака сдохла. А зачем? Потому что подруга обещала ей, что она ей привезет какие-то серебряные серьги, которые она в журнале видела и хотела купить. Заказала, в общем, ей попросила ее
из Италии или откуда-то там привезти, в общем, эти серьги. И та забыла. Та, в общем, вся с делами, там, с проблемами забыла про это дело. И она решила ей отомстить, что вот я это хотела, а она не привезла. Я говорю, вот эти путы, в общем, отнесли мы с ней, сожгли, заговорили, и собака выздоровела. Сейчас до сих пор жива. Эти путы забирали ее жизнь, понимаете, каждый день. Она чахла, кушать не хотела, значит, сонливая, уставшая, раздраженная, не хочет ничего и так далее. В конце концов, значит, пошел нахер отсюда. Это тебе кажется, что нет здесь ни одного мужика. Просто мужчины открыто об этом не пишут. Ну, мстят. Я вас умоляю, есть такие твари, что заказывают всю семью своего брата там, и так далее, для того, чтобы... В Волгограде одна девушка заказала, очень жестокое убийство было всей семьи, значит, зашли, точнее, женщина и двое детей маленьких. Их добивали там полчаса, если не больше. Вот недавно же тоже было, что вот убили женщину с ребенком, вот недели 2 назад. Этот мальчик пытался всеми силами маму защитить. Вы представляете, что 12-летний ребенок почувствовал, когда убивали, когда эта мразь убивала маму и его, потом его убил. Зашли и вот... А кто это сделал, знаете? Это сделали родственники ее мужа. После смерти мужа квартира переходила ей. А родственники, сестра, мать, отец решили убить свою сноху и сына своего сына, внука. Убить и завладеть квартирой, чтобы она не унаследовала. Понимаете? Вот и все. А вы говорите, как такое может быть? Когда человек отправляет на своего внука убийцу, понимаете? Убийцу просто. Срезать должны только родственники, родные люди. Чужой человек этого не должен делать. Ублюдков на земле хватает. Я просто вот единственное говорю, это ужасает, потому что он убивал долго. И они было, что они сопротивлялись, видно было. И вот представьте, этот ребенок в каком состоянии ушел, как он кричал, как он был напуган. И эти ублюдские соседи ничего не слышали. Нет, нет, мы ничего не слышали, мы спали 10 часов вечера. Тут музыку включают, все слышно, вот эти суки старые сразу милицию вызывают. А они, значит, за стеной это не слышали. Нет, нет, мы ничего не слышали. Жадность, алчность людей может довести до очень страшных последствий. Никогда в жизни не подумай ради квартиры убить человека или ради квартиры подвергнуть опасности своего ребенка. Никогда. Господи, что такое квартира? Сумма денег. Ну и хер бы с ним. На, возьмите, только не надо. Твой сын умер. Единственное, что осталось от него, это его ребенок. И ты, мразь, отправляешь душегуба, чтобы он убил. Понимаете? Кто это? Я не знаю, кто это, как их назвать можно. То чужого человека пожалеешь, врага пожалеешь. А они жить не собирались, Алена. По их словам, они должны были продать эту квартиру. Они не собирались там жить. Они просто убили бы их, и все должно было все так легко пройти. Дело в том, что он хотел уговорить их забрать куда-то, а они не захотели поехать. Ему пришлось их прикончить там, понимаете? Заказ есть заказ. А они были недовольны, у них не было желания дома-то это все пачкать. Они должны были в лес увезти, убить-то и все. Вот и все.
Какая совесть? О чем вы говорите? О какой совести может идти речь? Итак, дорогие друзья, все, что касается некротической связи, все, что касается платков, все, что касается... Ну, платки еще можно хранить, да, носить не надо. Просто так носить черные платки нельзя. Все, что касается волос мертвых, все, что касается пут и так далее, я не знаю. Мне еще руки не связывали, Евгения, чтобы я знала, от чего обычно бывают путы. Какие я видела, они такие. Есть и веревка, бывает и просто отрез ткани. Мне лично еще не связывали руки, поэтому я не могу вам сказать, какие они должны быть. Какие мне люди отправляют, они такие. Значит, все, что касается вот всего этого мертвого мира, мыло вообще, обычно такие вещи хоронят, отдают земле. Ну, мне отправляют, отправьте мне, если она вам не нужна. Эти вещи могут как искалечить судьбу, эти вещи могут так и вылечить. Их предназначение убить. Вот напрямую это убийство. Их предназначение убить, дорогие друзья. Но значит, Евгения Маркова, вы меня раздражаете. Я вас убираю из форума. Больше сюда не ходите. Идите отсюда. Давайте. Я прекрасно чувствую вашу иронию. Я прекрасно чувствую ваш тон. Я прекрасно знаю, откуда вы пришли. Я много чего знаю и много чего вижу. Я просто иногда очень терпеливо жду, пока человек реально покажет свое лицо. Вы мне надоели. Идите. Значит, люди, которые сами подлечиваются, люди, которым советуют подлечиться путами и прочее, должны знать. Эта сила смертоносная. Она убьет и человека, она убьет и болезнь. Вы не умеете эту силу направлять, она вам не подчиняется. Если вы этими путами будете обматываться, очень большая вероятность, что вы вместо того, чтобы вылечить ногу, притянете гангрену. Поэтому этим должны пользоваться только профессиональные люди. И даже если они лечат кого-либо, они должны это делать, потому что они знают, как лечить, как это делать. Это первое. Второе. Вдовьи платки. Вдовьими платками делают остуду. Вдовьими платками открывают врата в мир духов, чтобы увидеть. Вдовьи платки вообще много в чем участвуют. Но вдовьи платки нельзя просто так носить на голове. Если вы забыли отвязать путы, у вас в течение года еще кто-то умрет в семье. Чтобы этого не случилось, либо в гроб другому покойнику, либо ему туда, на могильный холмик, туда, значит, ножницы абсолютно новые. Покупаем ножницы, не берем сдачи. Приносим, закапываем туда и говорим. Причем здесь юморить? Что за глупости? Закапываем и говорим. Возьми ножницы и срежь себе путы. Да, вдовьи прокладки есть, маме своей отдашь, она будет радоваться. Обнюхается и весь день будет ходить как чумная. Дальше. Спасибо. Да, белый лак. Ну, просто решила поменять немного. То же самое постоянно неинтересно. Ну, а чё? Какой ответ такой... Какой привет, такой ответ идиоту. Далее.
Волосы и прочее, прочее, если это волосы не ваших родных, вообще хранить не стоит. Даже родных не стоит, но уж тем более чужих людей хранить не стоит. Потому что это все носители особой энергии. Какая Карина? Где здесь Карину увидели? Вы что, попутали? А, все, поняла. Поняла, о ком вы. Все нормально. Не надо брать путы никуда. Если вам суд отменили, это очень хорошо. Но потом уже может быть совсем по-другому. Все. Если обмотали, это грозит болезнью. И нужно отчитать. Уважаемые, вы не можете этим мылом ничего лечить. Я говорю одно, а тупые люди понимают по-своему. Как им удобно, так и поняли. Понимаете? Тупости нет границы и предела. Я говорю, этого делать нельзя обычным людям. Мне пишут, а можно вылечить вот аденому? Лечите аденому, мажьте себе на шею, через некоторое время у вас шея отпадет. Начнется гноение, начнутся там гнойные процессы, а потом вам вырежут к чертовой матери все ваши эти связки. И говорить уже не сможете. И тупость тоже не напишите. Идиотизм, реально. Я о чем говорю 2 часа? Вы опять, а можно вылечить? Лечи! Геморрой тоже себе лечи. Жопу можешь мыло потереть, а потом посмотришь, что с ним будет. Поздно зашла. Так послушайте вначале. Мне какая разница? Это ваша жопа, извините меня. Лечите как хотите. Но потом не удивляйтесь, что она отпала от вас. Вот это потом пускай не удивляются. Я о чем вам объясняю? Это смертоносная сила. Вы не знаете, как ее направлять. Она вам подчиняться и слушаться не будет. И вместо лечения оно принесет вам смерть. Понимаете? Естественно, вначале будет болезни. Все, закроем эту тему, иначе уже все. Все, дорогие друзья. И учтите, магия, она не только лечит, она может искалечить. Но в то же самое время вот эти мертвые частицы, да, они точно так же могут и помочь, и навредить. Нужно уметь их направлять. Основное их предназначение – это убийство. Это смертоносная сила. Она убивает. Она убьет и человека, но она убьет и болезнь, если нужно. Всем удачи, всех благ. Пересмотрите, кто не понял. Там все ясно, четко сказано.